Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных с сайта на платформе CS-Card в Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные по заказам CS-Card, которые перешли в определенный статус в другие системы. Например, в Telegram удобно обрабатывать и сохранять все заказы в выбранном статусе с сайта на платформе CS-Card. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных CS-Card. Теперь необходимо указать действие «Загрузить заказы по статусу «Новые». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт CS-Card к системе Apex Drive. Необходимо указать доменное имя вашего CS-Card, логин личного кабинета, а также API-ключ. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Перейдите в панель администратора и в разделе API доступ сгенерируйте новый API-ключ, скопируйте его и сохраните изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать статус, при достижении которого на основании данных из заказа будет производиться SMS-рассылка. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из заказов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Telegram. Теперь необходимо указать действие «Отправить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Telegram аккаунт к системе Apex Drive. Для этого необходимо скопировать имя бота, найти его и запустить в вашем Telegram. После этого необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили ответ от бота, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо создать сообщение, которое будет отправляться в Telegram с поступлением новых данных из CS-Card. Для того, чтобы добавить новую переменную, необходимо кликнуть в поле сообщения и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые данные назначены в сообщении, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в Telegram. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Telegram».
Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!